spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life, like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, 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 and when I fall to be right when I'm ready to say superhero in this. Решили мы с конем на Новый год сбежать из Думагети и отправиться покататься на соседний остров. Дождь, слякоть, ураган, ветер, но когда моча бьет в голову, этому трудно сопротивляться. Поехал я на остров Сикихор, маленький остров возле Негроса, который известен, своими мистическими силами. Говорят, там живут шаманы, ведьмы и прочие деятели черной магии. Ну что ж, поедем, поищем каких-нибудь ведьм. Кораблик высадил в городе Лорено, и нужно добраться до города Сан-Хуан, где-то 20-22 километра, потому что в Сан-Хуан зарезервирована, забронирована гостишка. Чтобы пустили на Сикихор, вакцинированным уже тесты делать никакие не нужно, достаточно просто карты вакцинации и айдишки. Но по-прежнему нужно было регистрировать S-Pass онлайн. И чтобы S-Pass приняли, нужно еще забронировать отель. Но отель должен быть из списка одобренных партий, одобренных правительством. Я забронировал отель на 1 день, распечатал бронь, распечатал фото ID, распечатал фото карты вакцинации. Со всеми этими бумажками пришел в порт Думагети, там поставили штампик, и после этого только решили купить билет. И сейчас по прибытию в порт заставили заполнить анкету, где ты остановишься, на сколько дней и так далее. Я пока забронировал на 1 ночь отель, потому что, погода непонятная. Я вообще удивился, что в такую погоду, такие волны, кораблик работал. Потому что если плохая погода, просто могут не посадить на кораблик, он просто может не работать. Ну так и тут надо в горочку немножко походить. Куда уж без этого-то. Стой тут. Good evening. I booked the room before. Алоха. Алоха Сиасайд Резорт. Он остановился здесь на 3 ночи. Это Сан-Хуан с бассейном. Стоит где-то 860 песо за ночь. Я бронировал на Агада, потому что они в списке аккредитованных отелей для приема гостей. Именно их букинг нужен для получения пропуска. А вот и пляж через дорогу от резорта от моего. Вчера познакомился с ребятами здесь. Анна и ее супруг Алан
У них свой бар здесь, недалеко от Сан-Хуана, Кокату бар. Прикольный бар. И ребята занимаются сами копченостями, делают ветчину, сосиски, колбаски и прочие копчености. Очень вкусно у них. Думаю, моя блогерская карьера потерпит фиаско. Не получается у меня разговаривать с самим собой. Ну что, попробую совершить круг почета вокруг острова Сикихор. Около 65 километров. Выезжаю, правда, в 10 утра. Ну, надеюсь, до темноты получится. Вчера просто с ребятами погуляли немножко, поэтому с утра выехать не получилось. Вот такой пейзаж увидел с дороги. Не смог проехать мимо. Пойду поближе подойду. Просто дофига потрясающих мест здесь. С такими темпами, наверное, неделю нужно будет, чтобы вокруг проехаться. Потому что везде хочется остановиться, поснимать. Ну что поделать? За красивые виды приходится расплачиваться. Где красиво, там и горы. А где горы, там и пешком идти. Кактусы растут с гор. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Страшно, страшно, страшно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пока что мне Сикихор очень нравится. Виды просто бомбезные здесь. Люди приветливые, особенно вот здесь, вот в этой сельской местности. В районе Сан-Хуана прям тусовка иностранцев, куча баров. Вот просто, ну вот как вот такие виды не любить? Потрясающий вид отсюда. Какие же виды классные! Ой, что это за? Куда вы свои? Горы, 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 горы. Hello. Hi. Can I buy Coke? Okay. 1 liter. 56. Wait, hold 50. Город Лази. Еду уже 2 часа, а проехал только 20 километров. Ура! К морю выехал!
проявляются последствия тайфуна, конечно. На пляже полно корней, мусора. Блин, ну пляжи на Сикихори, конечно, потрясающие. Перерыв. Подъезжаю к Саландонг-Бич. Вроде как известное место здесь на острове. Такое ощущение, как будто в осень приехал. Листья серые, опавшие, голые деревья. Не пустили меня на пляж, сказали, закрыт он на карантин. Вот параноики, там уже никого нету. Что за параноики они здесь все, а? Ну никого там нету. Ну, чего меня он не пустил? На подъезде к этому пляжу, резорту, КПП. Охранники говорят, карантинная зона, нельзя. Видно. Такой крюк давал специально. Can I dine in? Are you working? Oh, nice. Пообедал у Патрика, у американского дедушки, у которого ресторанчик на обочине дороги, где-то за Марией. За городом Мария, а не за девушкой. Прикольный дедушка, разговорчивый такой. На 250 песо я у него покушал пюрешку и свинину жареную, типа отбивных. Салатик там еще был. Дедушка Патрик говорит, что я тупанул, когда на пляж на этот проехал. Надо было где-нибудь там завернуть за чекпоинтом, и можно на пляж попасть. Забыл, как этот пляж называется. Охранники мне надули голову, что никак нельзя, никак нельзя. А дедушка Патрик знает ходы. Ура! Я приехал в Таллинг-Тинг. Таллинг-Тинг. И куда дальше? Ой, как погода говнится, а? Прямо на глазах. Ветер такой сильный поднялся. А все, кажется, звездец подкрался. Начался ураган. Офигеть, а мне еще ехать и ехать. Вот и гром гремит. Ай-яй-яй, какой дождик. Чего не видно? Дождь стеной. Нашел какой-то домик как укрытие. Ехать невозможно дальше. И судя по всему, это надолго. Время 3 часа, в 5 темнеет. А мне еще километров 30 пилить. Ай, делать нечего, придется под дождем ехать. Это просто пи***ц. Ничего не вижу. Лорена. Именно сюда я вчера приплыл. В общем, ставлю себе ачивку вокруг острова на велосипеде, потому что отсюда с Лореной я вчера уже доезжал до Сан-Хуана. Но как бы делать нечего, надо ехать дальше. Сан-Хуан 12 километров.
12 километров и свобода. Это час. Ну, а сейчас come yesterday. Затрепал балутик. 17-дневный. Очень вкусный. 25 песо балут стоит. А в Думагете 20. Совсем чуть-чуть осталось, успел я до темна, вот как раз сейчас темнеет. Так, даже свет включил. Что могу сказать? Все иностранцы в основном обитают в районе Сан-Хуана. На той стороне острова иностранцев нету. Не встречались, по крайней мере. Да и прикольно здесь возле Сан-Хуана. Бары, движуха. Единственное, что я не понял, нету магазинов. Каких-то больших молов нету, магазинов сетевых нету. Как они тут продукты покупают, непонятно. По всему острову вот такие таблички. Видать, случаются. Кто там такой моргает глазиком? Ай, белый песочек, как же круто. Все, вот и наша Алоха. Теперь бы полежать звездочкой пару часиков. Не, ну а что? Я промок весь, чтобы не заболеть, не пьянство ради, здоровье для... Новый год, 31 декабря, люди салатик режут, оливьешечку готовят, а мы с велосипедиком под дождем катаемся тут по острову. Камушки вулканические. To stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. Oh, 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 and when I fall to be, you be right when I wait to save me, a superhero in your suit. A superhero in your suit. 31 декабря, снег так и не пошел. Ну-ка, а вот так. О, вот теперь похоже на Новый год. Посмотрим еще один пляж, Политон Бич.
Засранец какой-то там пасется. Наловили ежиков. Да, красиво, конечно. Не получается у меня с камерой разговаривать. Чувствую себя больным каким-то. Стесняюсь. Люди смотрят вокруг. Как эти блогеры разговаривают с камерой, не понимаю. Остров маленький. Я вчера его за день по периметру объехал. Эй, собака. А ты что скажешь? Филиппинцы камеру вообще не стесняются. Только камеру увидят, сразу машут, здороваются. Вот незакомплексованные они. И вот прям рядышком еще один прекрасный пляж. Чего же крутые вот эти утесы? Я бы, наверное, еще раз хотел приехать на Сикихор. Может, в марте, когда сухой сезон начнется. Потому что в горы так я и не попал. Да и пляжи выглядят не так эффектно в дождливую погоду. А тут есть что посмотреть, есть что пофотографировать, поснимать. Хоть остров и маленький. Раз уж такая блогерская пьянка пошла, надо местным поприставать с ценами. Hello. How much potato? 110. 110. And what about white onion? 130. Ito tayo palitan siya? And carrot? Carrot lang? 120. Okay, thank you. А вот еще один пляж. И тоже прекрасный. Тубот Бич. Какой-то получается обзор пляжей. Очень длинный, большой, ухоженный пляж. Много иностранных мажориков отдыхает. Вообще, по-моему, мажорное место. Я даже не знаю, как сюда попасть, чтобы не заходить в резорт. Я какими-то окольными путями сюда спустился. А другого входа не было. Только официально через резорт. Happy New Year! Ага. Сейчас. Wala. Wala.
Дети невоспитанные. Прошел мимо, give me money, give me money. Терпеть не могу невоспитанных детей. Мама с папой есть, чтобы мани давать. Интересно, велосипед еще не сперли. А не, стоит вот еще. Змеюка дохлая. Я уже здесь 4-й день, шторм так и не прекращается. Как обычно, я проспал Новый год. Все люди отдыхали, веселились, а я спал. Но ничего, это я люблю так делать, не первый раз. Сейчас ездил в порт, думал поехать в Думагете уже сегодня, но 1 января корабли не ходят. Так что все по плану, вернусь домой завтра. Шторм фигачит в полный рост. To stop me from hitting the ground, and every goal there was a meaning. For this love ain't kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, 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 and when I fall too deep, you be there when I'm here to save me. Не могу уехать с Сикихора, отменили только что корабль, потому что волны большие. Следующий в 7:30 вечера, и не знают, пойдет он, не пойдет. Шторм так и не прекращается уже 4 дня. 5 даже, 5 дней. Я сейчас в порту нахожусь. С горем пополам удалось уплыть с острова. Из-за шторма дневной паром отменили, а про вечерний они до конца не знали, пойдет он или не пойдет. И продажу билетов открыли только за 1,5 часа до отплытия вечернего парома. Но все обошлось, и корабль плывет. Ну, дожил. Отмечаю Новый год с собакой. Да? Дай лапу. Лапу давай. Ты скотина. Весь год с собаками провел.